компоненты человеческого развития и из чего складывается наша личность и успех. Когда мы говорим о развитии человека, часто представляются курсы, тренинги и книги. Но настоящее развитие — это гораздо более глубокий и комплексный процесс. Представьте, что наша личность — это дом. Чтобы он был крепким и уютным, нужно заложить несколько надежных фундаментов и построить стены, прежде чем украшать фасад. Давайте разберемся, из каких ключевых компонентов складывается гармонично развитый человек. Начнем с фундамента. Это физическое здоровье. Вы можете быть гениальным философом или талантливым программистом, но если у вас постоянно болит спина, нет энергии и вы не высыпаетесь, все ваши способности будут работать лишь на половину мощности. Сюда входят сон как базовая потребность. Во сне мозг обрабатывает информацию, восстанавливается тело, укрепляется иммунитет. Хронический недосып — это прямой путь к выгоранию и болезням. Питание. Еда — это топливо. Некачественное топливо засоряет двигатель и не дает достаточно энергии. Простая аналогия. Вы же не зальете в бензобак дорогого автомобиля низкосортное топливо. Так и наше тело нуждается в качественных стройматериалах, белках, жирах, углеводах, витаминах. Движение. Наше тело создано для активности. Регулярные прогулки, зарядка, плавание или любой другой вид спорта поддерживают в тонусе не только мышцы, но и мозг, улучшая кровообращение и когнитивные функции. Таким образом, без крепкого физического фундамента все остальные компоненты развития будут давать сбой. Следующим компонентом человеческого развития является интеллект, умение и способность думать. Речь не о том, чтобы иметь диплом престижного вуза, а о том, чтобы постоянно тренировать свой мозг и уметь им пользоваться. Сюда входят любознательность. Это детское качество, двигатель развития. Задавать вопросы «почему?», «как это устроено?», «а что, если?», значит постоянно расширять свои границы. Критическое мышление — это умение не принимать всю информацию на веру, а анализировать, проверять факты, видеть логические ошибки и манипуляции. Как развивать? Задавайте себе вопросы. Кто источник этой информации? Какие у него могут быть мотивы? Что говорят по этому поводу другие эксперты? Навык учиться. В современном мире важно не столько знать много фактов, сколько уметь быстро осваивать новое. Этот навык включает в себя поиск информации, отсеивание лишнего и применение знаний на практике. Третьим компонентом является эмоциональный интеллект, способность управлять собой и отношениями. Это, пожалуй, самый недооцененный, но критически важный компонент. Можно быть гением, но если вы не умеете договариваться, понимать свои эмоции и истощаться от стресса, сложно построить счастливую жизнь. Это включает в себя самосознание, понимать, что ты сейчас чувствуешь и почему. Я злюсь не потому, что коллега задал глупый вопрос, а потому что я устал и голоден. Это знание позволяет управлять реакциями. Саморегуляция. Умение не поддаваться сиюминутным импульсам, не накричать на ребенка, когда вы раздражены, не бросить сложный проект, столкнувшись с первой же проблемой. Эмпатия — способность понимать чувства других людей, ставить себя на их место. Это основа здоровых отношений с партнером, детьми, друзьями, коллегами. Руководитель, обладающий эмпатией, заметит, что сотрудник подавлен, и спросит: «У тебя все в порядке? Может, нужна помощь?» вместо того, чтобы просто требовать результат. Навыки общения, умение четко выражать свои мысли, слушать и слышать собеседника, разрешать конфликты конструктивно. Четвертым является духовно-смысловой компонент — это поиск опоры внутри себя. Этот компонент не обязательно связан с религией. Речь о нашем внутреннем стержне, о понимании, ради чего я все это делаю. Сюда включают ценности и принципы. Что для вас по-настоящему важно? Честность, семья, свобода, помощь другим? Понимание своих ценностей помогает принимать сложные решения и не сбиваться с пути.
Если для вас ценность семья, вы будете инстинктивно стремиться проводить с близкими больше времени, даже если работа предполагает переработки за большие деньги. Цели и смыслы. Большие и маленькие. А там «зачем я встаю каждое утро?» да «какую цель я хочу достичь в этом году?» Отсутствие смысла порождает экзистенциальный кризис и апатию. Связь с чем-то большим, чувство принадлежности к природе, человечеству, культуре, своему делу. Это дает ощущение, что наша жизнь — часть чего-то значительного. Последним является социальный компонент. Это наше место в мире. Человек — социальное существо. Наше развитие невозможно в вакууме, оно всегда происходит в контексте отношений с другими. Сюда входят здоровые отношения. Умение выстраивать и поддерживать глубокие поддерживающие связи с людьми. Это наша главная сеть безопасности в трудные времена. Социальная ответственность — понимание, что наши действия влияют на других. От простой вежливости и помощи соседу до волонтерства и экологичного образа жизни. Профессиональная реализация — нахождение своего места в профессиональном мире, где вы можете приносить пользу, применяя свои таланты и навыки. Важно помнить, что развитие — это оркестр, а не соло. Все эти компоненты взаимосвязаны. Если вы только качаете мышцы, физический компонент, но не развиваете мозг, интеллектуальный, вы можете не реализовать свой потенциал. Если вы гениальный программист, интеллектуальный, но не умеете работать в команде, социальный и эмоциональный, ваша карьера может упереться в потолок. Если вы добились карьерных высот, социальный, но не понимаете, ради чего живете, духовный, вас может настигнуть чувство пустоты. Гармоничное развитие — это не про то, чтобы быть идеальным во всем. Это про то, чтобы регулярно проверять себя. Какой компонент сейчас требует больше внимания? Может, я слишком много работаю и забросил здоровье? Или наоборот, я сосредоточился на семье и перестал учиться новому? Развивайтесь осознанно, и ваш дом будет крепким, уютным и способным выдержать любую непогоду.